такая красота аппетитная у нас получилась. Сейчас мы это дело с вами разрежем, покажу, как это выглядит в разрезе. Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим по рецепту мамы копченую грудинку. Это так вкусно! Кто смотрит наш влоговый канал, давно уже просили этот рецепт. Друзья мои, по вашим многочисленным просьбам, та-да-да-дам, рецепт маминого копченого сала. Кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочку оставим внизу в описании под этим видео. Обязательно переходите, знакомьтесь. Добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Также мы с Алексеем уже сняли дегустацию копченого сала на нашем мукбанг канале. Ссылочка, как всегда, внизу в описании. Переходите, ешьте вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как мама готовит очень вкусное копченое сало. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшую копченую грудинку по маминому рецепту, нам потребуется, конечно же, грудинка. Это в прослойках, значит, мясо и сало. И вот так эти прослойки чередуются. Вот такая вот часть свиная. Берем ее прям с кожурой. Также нам потребуется пару головок чеснока. У меня получились общим весом 38 грамм. 2 чайные ложки черного перца и 2 столовые ложки соли. Грудинки у меня здесь получилось 1,5 килограмма. Берем чашечку, в которой смешиваем соль и черный перец. Соединяем вот так при помощи ложки. Вот этой смесью будем обильно натирать нашу грудинку. Далее берем чеснокодавку и в отдельную чашечку выдавливаем чеснок. Все, друзья, чеснок готов, пока в сторону. Дальше займемся грудинкой. Грудинку разрезаем на удобные для вас кусочки. Учитывая, что она у меня, посмотрите, очень-очень длинная, я ее поделю вот так пополам. Если бы она была у меня еще и широкая, я бы ее вдоль вот так поделила бы. И у нас на выходе получится вот такие красивые, замечательные прямоугольные кусочки грудинки. Уже в готовом виде имеется в виду. Со вторым кусочком грудинки поступаю также. Посмотрите, какая красота на выходе у нас получится. У нас получились вот такие 4 небольших грудинки общим весом 1,5 килограмма. Если где-то видите недочищенная шкурка, обязательно опалите над огнем, можно зажигалкой, можно над газовой плитой, чтобы в этом месте не было вот этих щетинок. Все, друзья, грудинку опалила, готово. Дальше мы берем чеснок, и этот чеснок делим на 4 части. Нам необходимо со всех сторон натереть нашу грудинку. На каждую грудиночку по чуть-чуть. И натираем. Вот так. С одной стороны, с другой стороны, с третьей. С торцов тоже натираем. Все, чесночком натерла. Также поступаю с оставшимися грудинками. Это коронное блюдо мамы. Как мы приезжаем, она всегда нас этой вкуснятиной угощает. В таком количестве угощает, что мы даже не успеваем съедать. И убираем в морозилку. Через некоторое время опять соскучимся, достаем и с удовольствием едим. Это очень вкусно. Коптильня совершенно недорогая. Мы ее купили что-то в районе 350 рублей, наверное. Чуть позже, когда мы пойдем с вами вместе коптить уже грудинку, вы увидите, что совершенно незамысловатая, простая конструкция. Ее даже можно сделать самим в домашних условиях. Все, чесночком я натерла. Дальше натираем смесью перца и соли. Прям вот так обильно посыпаем и натираем. Переворачиваем вот так со всех 4 сторон. Нам надо сделать то же самое. Посолим, поперчим. В любом случае сало возьмет в себя ровно столько соли, сколько ей потребуется. Больше не возьмет. Поэтому все вот так обильно достаточно делаем. Так, и последняя сторона у нас осталась. Все, друзья, теперь нам все это дело нужно убрать в какой-нибудь контейнер, чашку, кастрюлю. Главное, чтобы это все дело закрывалось крышкой. У меня вот такой контейнер с крышкой. Грудинку нашу я помещаю внутрь контейнера. Все, что осталось на доске, конечно же, засыпаем равномерно на все грудинки. Закрываем все это дело крышкой. Будет выделяться сок. Пусть прям в соке это мясо у нас с вами лежит в течение 3 дней. Через 3 дня покажу, что делать дальше. Итак, друзья, прошло у нас 3 дня. Давайте посмотрим, что с мясом. Мясо у нас потемнело, выделился сок. Посмотрите. Дальше делаем следующее. Берем большое количество кухонных бумажных полотенец, застилаем тарелку и вот такими щипчиками вынимаем мясо из нашего бокса. Вот так.
чесночком пахнет. Дальше наша задача мясо обсушить. Берем еще некоторое количество кухонных полотенец и вот так вот тщательно мясо промокаем, удаляя лишнюю влагу. Дальше, друзья, беру решетку от духовки, застилаю ее также 2 слоями кухонного полотенца, вот так. И обсушенное полностью мясо отправляю вот так на решетку. Сейчас у нас первая половина дня, в районе 12 часов дня. Мы это дело до вечера пообсушиваем. Сейчас я прям открою в спальне окно и поставлю мясо на подоконник. Желательно это делать в открытом помещении, чтобы была хорошая циркуляция воздуха. Так советует мама. Во всяком случае, они живут, как многие из вас знают, в частном доме. Кто смотрит наши влоги, тот видел, да, их частный дом. Вот. И мама все это делает, сушит на улице. Накрывает марлечкой от мух и обсушивает на улице. Зная, что это очень вкусно, изначально рецепт я вам показывала на 1,5 килограмма, я еще дополнительно засолила еще 1,5 килограмма, потому что знаем, что это безумно вкусно. 1,5 килограммами дело не обойдется, поэтому у нас будет с вами в общей сложности 3 килограмма. Но в рецепте в описании под видео будут ингредиенты на 1,5 килограмма. Все, друзья, все куски мяса я обсушила. Учитывая, что я буду обсушивать дальше его в проветриваемом помещении на подоконнике и на окнах у нас висит москитная сетка, мне больше ничего делать не нужно. Если вы живете в частном доме и будете обсушивать мясо на улице, то смотрите сами. Если у вас есть кошки, то лучше, конечно, подвесить мясо. Если кошек нет, только от мух нужно уберечь мясо, то можно накрыть марлей, как у меня делает обычно мама. Я отправляю мясо на подоконник с настежь открытым окном часа на 4. Итак, друзья, сегодня работаем в походно-полевых условиях. Алексей поставил уже мангал, а я дома вот так хорошо завернула. Сейчас покажу, разверну, покажу вам мясо. Хорошо высушили, дальше больше 4 часов обсушивали на прохладном ветру. Алексей засыпает уголь. Дальше заливает розжигом жидким. Немножко впитало и зажигаем. И ждем, когда прогорят. А мясо вот такое получилось. Подсохшее, красивое, ароматное, чесночком пахнет. Вот такая вот красота. Сегодня вкуснятина у нас будет. Алексей достал вот такую коптильню. Совершенно незамысловатая конструкция. Просто металлическая коробишка. Внутри решетка и крышка. Крышка, она же ручка. За нее снимаем. Она же ручка, да. Щепа яблоневая, премиум. Значит, засыпаем вниз. Сейчас нальем немножко воды и Давай. будем ставить мясо. Туда немножко воды надо. Прям совсем капелюшечку. Щепа эта, она немножко набухнет, пока мы будем еще укладываться туда-сюда. Поэтому она... Тут как таковая вода не будет, здесь будет мокрая щепа лежать. Итак, вот она наша красотка. И вот это вот то, что я вам показывала рецепт. Вот такая красота. Расстояние между ними должно быть, чтобы все прокоптилось. Чтобы ходил хорошо. здесь, да, вот этот воздух. Дым. Такой, дымный, да. Вот такая вкусняшка будет у нас. Так, накрываем крышкой. Отправляем на мангал. Все, и вот в таком состоянии над горячими углями мясо будет коптиться у нас 40 минут. По рецепту мамы. Придерживаемся ее технологии. Итак, друзья, прошло у нас 30 минут. Алексей хочет открыть крышку, чтобы выпустить дым. Приоткрываем крышку чуть-чуть. Надо небольшое вот отверстие сделать, чтобы вышел оттуда пар. Ой, пахнет. Запах какой, просто волшебный. Все, буквально минутка, даже меньше, да? Ну, плюс-минус, да. И закрываем обратно крышку. Да. Теперь вот до конца еще 10 минут. До конца 10 минут. Через 40 минут мы с Алексеем открыли. Еще не готово. Кровяные подтеки были. Поэтому мы закрыли, коптили еще 20 минут. В общей сложности у нас грудинка коптится 1 час. Поэтому смотрите по своей грудке. Открой, давай покажем. У нас уже прошел ровно час, грудка готова. Посмотрите, сейчас созвонилась с мамой. Я говорю, вот сок. Прозрачный сок образовался на грудке. Она говорит, все готово, снимайте. Полностью пускай это остынет. Положите в холодильник. Потом будете тоненькими слайсами резать. И вот такенная вкуснятина будет. В общем, вилка заходит.
Сверху сок. Меня немножко смущал вот этот сверху образовавшийся сок. Она сказала, все, так должно быть, снимайте. Когда оно остынет, оно уже будет не такое мягкое, оно будет упругое, вкусное, обалденное. Все, так что, Алексей, снимай. С этим. Итак, друзья, мы уже дома. Вот такая красота аппетитная у нас получилась. Сейчас мы это дело с вами разрежем, покажу, как это выглядит в разрезе. Итак, друзья, смотрите, я вырезала ребрышки. Это отдельная история деликатесная. А в разрезе наше сало с мясом выглядит вот так. По краям специи, как видите, очень вкусно. Пробовали ли вы когда-нибудь соленое сало? Вот то же самое, только со вкусом копчености. Очень вкусно, ароматно. Нам уже с Алексеем не терпится все это попробовать на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.